Семена укропа повсюду, их используют в еде, чаях и даже для успокоения младенцев. Их долгая история привела к мифу, что они абсолютно безопасны просто потому, что они натуральны. Но натуральный не означает безвредный. Даже вода может быть токсичной в избытке. Это убеждение побуждает людей свободно использовать семена укропа, часто не консультируясь с врачом. Медицинские данные показывают, что неправильное использование может причинить реальный вред. Сегодня давайте посмотрим дальше преимуществ и исследуем риски, побочные эффекты и когда семена укропа могут быть действительно опасны. Помните, даже самое привычное средство заслуживает уважения и осторожности. Даже здоровые люди могут испытывать побочные эффекты от избытка семян укропа. Чрезмерное употребление может раздражать желудок, вызывая изжогу, тошноту или диарею. Это не очищение, а признак передозировки. Успокаивающий эффект укропа может обернуться сонливостью и плохой концентрацией. Если вы переусердствуете, это опасно для тех, кому нужно оставаться бдительным. Его мочегонное действие может привести к обезвоживанию и потере жизненно важных минералов, вызывая судороги или проблемы с сердечным ритмом. Некоторые соединения в укропе могут сделать вашу кожу более чувствительной к солнечному свету, увеличивая риск солнечных ожогов. Эти риски редко обсуждаются, но они реальны. Умеренность – ключ ко всему. Не думайте, что чем больше, тем лучше, ваше тело скажет вам обратное. Для некоторых семена укропа строго запрещены. Любой, у кого есть аллергия на укроп или родственные растения, такие как сельдерей или петрушка, рискует получить серьезные реакции, даже анафилаксию. Людям с желчнокаменной болезнью следует избегать семян укропа. Их желчегонный эффект может спровоцировать опасные приступы желчного пузыря. То, что безвредно для одного, может быть опасно для жизни другого. Никогда не занимайтесь самолечением семенами укропа, если у вас есть аллергия или камни в желчном пузыре. Всегда консультируйтесь с врачом, если у вас есть хронические заболевания. Иногда безвредное средство оказывается совсем не таким. Семена укропа могут снижать кровяное давление. Это благо для одних, опасность для других. Если у вас уже низкое кровяное давление, укроп может вызвать головокружение, обмороки и хроническую усталость. Многие люди не понимают, что их симптомы связаны с их здоровым укропным чаем. Смешивание укропа с лекарствами от кровяного давления может опасно усилить эффект. Всегда проверяйте свое кровяное давление перед использованием травяных средств. Сообщите своему врачу обо всех добавках, которые вы принимаете. Даже обычная приправа может перевесить чашу весов от здоровья к вреду. Семена укропа могут вызывать аллергию, иногда сильную, даже в малых количествах. Симптомы варьируются от кожных высыпаний и крапивницы до проблем с дыханием и расстройств пищеварения. Многие принимают эти признаки за другие проблемы, упуская истинную причину. Самая опасная реакция – анафилаксия, требующая немедленной медицинской помощи. Если у вас аллергия на сельдерей, петрушку или похожие растения, ваш риск выше. Обратите внимание на сигналы вашего тела после употребления укропа. Аллергия может скрываться в самых привычных продуктах. Беременность и младенчество – время для особой осторожности. Семена укропа могут стимулировать мышцы матки, увеличивая риск выкидыша или преждевременных родов. Даже небольшие количества в концентрированных чаях или настоях рискованны для беременных женщин. Для младенцев укропная вода – традиционное средство, но настоящие семена укропа сильнее фенхеля и могут вызвать расстройство пищеварения или аллергические реакции. Системы младенцев чувствительны. Никогда не давайте травяные средства без консультации врача.
При сомнениях избегайте использования семян укропа в качестве лекарства во время беременности или для детей. Безопасность прежде всего. Проконсультируйтесь с педиатром или акушером. Береженого Бог бережет. Врачи редко предупреждают о семенах укропа, потому что риски низки для большинства людей, а время на приемах ограничено. Они сосредоточены на более серьезных угрозах, такими как курение или неправильное использование лекарств. Большая часть вреда от семян укропа происходит только в особых случаях, например, при аллергии или чрезмерном употреблении. Многие пациенты считают, что натуральное означает безопасное, что делает эту тему деликатной. Также существуют ограниченные научные данные по сравнению с фармацевтическими препаратами. Если вы не спросите или у вас нет соответствующего состояния, ваш врач может не упомянуть об этом. Вот почему важно оставаться информированным и задавать вопросы. Наука подтверждает, что семена укропа содержат мощные соединения, такие как карвон и лимонин, объясняющие их влияние на пищеварение и кровяное давление. Исследования показывают, что экстракты укропа могут снижать кровяное давление. Хорошо для одних, рискованно для других. Аллергические реакции хорошо задокументированы, особенно у людей, чувствительных к родственным растениям. Укроп также содержит соединения, которые могут сделать кожу более чувствительной к солнечному свету. Эти выводы переводят разговор от народной мудрости к проверенным медицинским фактам. Доза и ваше личное здоровье имеют наибольшее значение. Используйте семена укропа с умом, основываясь на доказательствах, а не только на традиции. Наука помогает нам безопасно использовать дары природы. Натуральное не означает безрисковое. Растения, такие как укроп, содержат активные соединения, которые действуют как лекарства, полезные или вредные в зависимости от человека и дозы. Слепая вера в натуральные средства может привести к неосторожным ошибкам. Семена укропа – прекрасный пример. Полезны для одних, опасны для других. Ключ к этому – информированное, ответственное использование, знать свое здоровье, консультироваться со специалистами и уважать как природу, так и науку. Не отказывайтесь от натуральных средств, но и не игнорируйте их риски. Истинное здоровье приходит от мудрых решений, а не только от традиций. Относитесь к каждому средству, натуральному или нет, с должным уважением. Будьте осторожны. Подпишитесь, чтобы не пропустить другие важные видео о здоровье, и поделитесь этим роликом, чтобы предупредить своих близких. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях.